Видео мы хотим записать про то, чтобы подвести итоги нашего полугодовалого путешествия по Северной Америке и островам, Багамским островам. Вот. Канада, США и Багамы заняли нам в общей сложности плюс-минус несколько дней и 6 месяцев. В сентябре мы уехали в Дельтавиль, Вирджиния, из нашего города Китченер в Онтарио, Канада. 20 дней примерно мы занимались ремонтом лодки, поставили ее на воду и двинулись на юг, убегая от холодов надвигающихся зимы. 2 месяца нам заняло движение по внутренним каналам почти по всему восточному побережью США. Это была Вирджиния, где мы начали, потом Северная Каролина, Южная Каролина. Это была Джорджия и Флорида, если я ничего не забыл. По Флориде город Вест Палм-Бич мы собрались к переходу через пролив, в котором было сильное течение, но оно сейчас там есть. Вот, мы готовились к переходу через сильное течение Гольфстрим, ждали неделю примерно, закупались и так далее. На 2 месяца примерно мы скупились и пришли в город Вест-Энд, Багамы, где мы зарегистрировались, получили круиз-пермит на 3 месяца до 29 марта. Там и началось наше путешествие по Багамам. Сейчас мы находимся в городе Санто-Доминго, столице Доминиканской республики. Лодка стоит в городе Люперон, 400 километров отсюда, на севере этого острова, на Муринге, на буях. Буи стоят $75 в месяц. Мы решили лодку оставить в спокойствии, а самим отдохнуть от морской жизни в стесненных условиях достаточно. Нам удалось у знакомых снять квартирку здесь, в центре, недорого. И мы вот восстанавливаем силы, отъедаемся. Вкусные фрукты, овощи и вообще все продукты здесь очень вкусные. По сравнению с Северной Америкой, у них есть и запах, цвет, вкус, все, что должно быть у продуктов. Да. Мы составили сценарий нашего этого путешествия, да, и вот первый вопрос звучит как... Сколько миль мы прошли с Америки, с Дельтавиля до Багам, до Люперона, в общей сложности, по Багамам в частности? По Багамам в частности мы прошли 670 миль, а с Дельтавиля до Доминиканской республики мы прошли плюс-минус несколько миль, 2000 миль за 5 месяцев. Следующий параграф — это Елена, наша Николаевна, старший помощник, хочет рассказать пару слов про багамцев. Как они что из себя представляют багамцы. Местные именно, не американцы. Ну, сами багамцы, они немножко разбалованы американцами. И у них у всех такой аттитюд, поведение, да? Поведение такое у них, ну... Настроение, типа... Ну, короче, не очень настроение. И никакого сервиса, так скажем. Любят деньги, деньги и еще раз деньги. В целом нормально, но у некоторых бывает такое настроение, типа, ну, не френдли, короче говоря. Вот так, в общем.
И customer сервис у них хромает. Да? Ты заметил? Такое ощущение, что у них в достатке денег и ничего им не надо. Если бы они не ходили на работу, ничего бы и не изменилось особо у них. А они вот типа ходят, ну как будто и не ходят. Не очень мотивированные Не что-то мотивированы сделать. совсем. Да. Следующий вопрос. Что нам понравилось на Багамах? Я скажу. Давай, конечно. Ну, это, конечно, море. Мне понравился пляж, песок. Море такое классное, такое там. Все пляжи. Ну да, все пляжи. Все пляжи класс. Море, пляж, песок, природа. 100% пляжей. Окей. Да. Черепашки, вся эта вот флора, фауна, все это, конечно, лайк. Много мест, где можно заниматься именно яхтингом. Хочешь под парусом, хочешь без паруса. Очень изрезанный берег. Очень интересная именно линия береговая и сложная бывает навигация. Бывает простая. Ты можешь идти просто прямой. А можно вилять между бесконечными островами и мелями. Да, глубина бывала несколько раз, что 5-10 сантиметров под килем. И ждешь, стоишь прилив, чтобы выйти откуда-то или пройти. Ну, в общем, да, много якорных, и можно чередовать. Или ты хочешь где-то цивилизацию, можешь в цивилизацию заехать, там много марин. Цены, в принципе, так, ну окей, да? От 80 и выше. На марину цены Да, окей. доступны. Да. Можно на марину зайти, если хочешь там людей видеть каждый день. Можно вообще дикие острова, только ты, море и дикий пляж. Ни одного человека. Да, ни одного человека и все. Яхтинг на Багамах — это класс. Сколько мы потратили за все время? Я бы хотел эту сумму узнать сам, потому что нашу кредитку заскамили давеча. И половина истории не сохранилась в записях. Так, по ощущениям, мы потратили примерно, наверное, 1007. 7-10 за полгода. Продукты, марины, Бензин. бензин, да, дизельное топливо, запчасти. Это включая именно США за 5 месяцев. Не включая ремонт. На ремонт я потратил, на ремонт и апгрейд примерно 6-7 тысяч американских долларов. Что не понравилось? Дальше, что не понравилось, да. Учитывая то, что, точнее, комбинируя то, что яхтинг тут интересный, и это было в положительной черте островов, одновременно это и минус может быть для кого-то. Сложная навигация, вплоть до того, что в некоторых местах она смертельно опасна. Нужно иметь опыт для безопасного управления судном именно в некоторых местах. Часто смена погоды еще очень. То есть то как бы неделя нормальная, а потом ветер до 50 узлов. Приходилось где-то прятаться, погоду смотреть за неделю, чтобы планировать свой маршрут. Потому что если ты вовремя не спрячешься, то может накрыть случайно. Вот. Но это опять же нужен опыт, умение смотреть погоду, прогнозировать, потому что карта погоды показывает разные вариации погоды, Да. разные схемы. Это мы занесли в минусы, потому что ты не можешь каждый день получать удовольствие от этого. 2 дня ты кайфуешь, а потом ты 3-4 дня прячешься где-то от ветров. Или идешь до места, где спрятаться. Да. Если бы это было пореже, то это было, наверное, не так значительно.
Плюс проливы там есть опасные тоже, если нет опыта навигации, ну и вообще каких-то представлений морских, навигационных, то опасно. Например, вот Whale Key, который мы проходили, у нас есть видео. Вот, там сложный пролив, и там на днях погибла лодка. Да. Экипаж спасли, они успели выпрыгнуть, были в жилетах, но сама лодка погибла за минуту. Они вышли в этот пролив, который я показывал, ну вот этот вот, сейчас я покажу. И волна там была 2,5-3 метра, их подхватило, они попали в броучинг, потеряли остойчивость, управляемость развернула боком, и следующая волна их накрыла. Все произошло за минуту. У них, видимо, нет ни видео, ничего, одна фотография только и описание тех, кто их спасал. Видимо, были открыты люки входные и затопило сразу, лодку перевернуло. Все перемололо за несколько часов. Там глубина всего 3-4 метра. За несколько часов мачта ушла под воду и перестала торчать из воды. В общем, Еще из минусов, я скажу, да, переход с Флориды до Багам тоже. Сложно поймать в хорошую погоду, но это вот единственный минус, да. Если нет опыта в мореплавании, в мореходстве, или как это правильно сказать, навигация, в навигации, управление судном. то как бы тоже. Даже мы вышли не идеально. Да. Если обворачиваясь назад смотреть, мы вышли очень не идеально. Да, надо было подождать один день еще, на следующий день выйти. У тебя видео есть, что мы выходили? Да. И- Следующие за нами вышли на следующий день и дошли ровно. А я поторопился, надо было дождаться, пока шторм уйдет дальше и волна больше успокоится. Нет, они просто вышли ночью, вечером в 4, а мы вышли в 12. Вот пару часов буквально решило все. Рокеры вышли на следующий день. Ну, рокер, да, а вот все остальные там ходили вечером в 4. Да. Еще минус то, что цены на продукты. Минус еще один, цены на продукты. Мы ели одни макароны, рис и консервы. То, что купили в США. То, что купили в Америке, то и ели. Фрукты, овощи все американские, они никакие, резиновые, невкусные. Смысла покупать их нету. За двойную цену. Да, и они как бы быстро портятся на лодке, быстро плесневеют. Ну, в общем, waste of money. Консервы наши все. Да. Те, кто на Багамах. Курица еще сырая, может быть, замороженная, окей, по нормальной цене, но больше ничего там. Те, кто на бюджете, те едят крупы и замороженную курицу, консервы. Но даже если ты не на бюджете, но это все равно дорого. Как бы груша за $3 это великая. Что понравилось из еды, вот я смог поймать местную ракушку, кончик, добавить туда, что понравилось. Короче, кончи редкие, их там все туристы переловили, эти смены многочисленные, там их, блин, по 400 лодок в Джорджтауне стоит, кончей нет, я случайно поймал несколько больших. Нашел место, где они маленькие, прям бейбики вот такие, по 5 сантиметров, там их 1000 лежит, но они бейби, их нельзя трогать. Рыбалки на яхте в принципе нет. Не знаю, как вы там, Сергей Герман или кто-то. Я его спросил, Сергея, он говорит, я когда хочу рыбу ловлю, закидываю, она есть. Нет такого. Ну, пиздеть не надо. Я ехал, блядь, вот эти 2000 миль, клюнуло 2 раза, ни хрена нету там. Ну, только мы поймали эту рамору один раз, 2. Рамора, да, она под лодкой стояла и захавала эту наживку. А так, чтобы в океане идти и тралить сзади, я высыпал примерно 200 метров с хорошей наживкой. Все, профессионалы мне порекомендовали. Когда хочешь поймать рыбу, то ее не поймаешь. Вода.
Что еще? Ожидание реальности? Ну, то, что ты уже сказал, да, рыбы, ее нет, как бы. Ожидал ты большие рыбы, а в итоге... Да. Не рыбы- ожидали, что вообще, в принципе, бывает такого цвета море. Мы думали, что это какая-то фотошоп вот в интернетах, там вот это все. А оно на самом деле такое бывает, бирюзового, нежного цвета. И прям мозги плавятся и взрываются от осознания бесконечно вечного. Ну, просто море красивого цвета, и все. Да, очень красивое море. Вообще, короче, если коротко сказать, Багамы — это про цвет моря. Если вы хотите именно насладиться цветом моря, Да. то и белоснежными пляжами, девственными, где нет ни одного человека, может быть, за месяц, то это Багамы. Яхтинг окей, еды там никакой нет, запасайтесь заранее. Вот. На берегу, на пляжах, на всех абсолютно 100% это комары, мухи, которые сожрут вас до крови, как только сядет солнце. Это надо было в минусы занести. Ну ладно. Это ты помнишь просто. И еще можно я скажу? Крем от комаров не спасают, если вы про это. И еще как бы ожидание реальность, ну, мы думали, что на островах там много фруктов растет, овощей, там сейчас как наедимся. Да. По факту получилось, что все американское, местного ничего не выращивают, и, Муха с богам прилетела. ну, в общем, ожидание реальность, фруктов там нет. Да, я думал, что тропические острова дикие, там пальмы кокосовые, банановые и всякие там папайи, манги. Выходишь с корзиной с яхты, набираешь себе на завтрак, закидываешь удочку, свежая рыбка тебе там с картошкой. Нет, ребята, это не про Багамы, по крайней мере. Может быть, где-то там на супер диких островах в Тихом океане это есть, в чем я сомневаюсь, наверное. Но это не про Багамы. Дальше вопрос места, которые нужно посетить, если на Багамах, и которые Которые нам распиаренные, ну распиаренные, которые не нужно посещать. Которые нам понравились места. Мне понравилось, запомнилось, наверное, больше всего это Spanish Wells город. Там очень классный пляж. Марина, правда, там не френдли для яхтинов, для яхтсменов, но сам пляж там просто шикарный. Так, Spanish Wells, окей. Да, там красивый сандбар. Свинячие все эти острова, все эти увлечения свинками, плавание со свинками, это чисто скам, фигня полная. Во-первых, они в основном все огромные кряки, по 200, 300, 400, 500 килограмм. Маленьких свинок к ним не дойти, потому что их охраняют большие свиньи. Трогать их опасно, потому что они большие нападут. И они агрессивны, эти свиньи. И они там гадят все под себя на пляж, на море. И получается, что купаешься в свинячьих какашках. Так что максимум, что с ними сделать можно, это к ним подъехать и кинуть им еды, так вот, с тузика. Но они могут на тузик доплыть, забраться и проколоть копытами тузик, получается. Так что свинки — это отстой. Отстой, скам. Все там ссутся кипятком, хотят поплавать со свинками. Я подписан там на Фейсбуке, в группах разных американских. Ну, Хайборн, там, где вот пляж был. Хайборн Ки. Хайборн. Из всех пляжей, которые мы были, самый ухоженный, самый чистый, самый крутой, самый лучший пляж number one. Но остров private, он частный, купленный
Попасть туда нельзя бесплатно. Марина стоит $5 за фут. Нам она стоила 220, в канадских $300 почти, насколько я помню. Можно сзади острова там высадиться на пляж, там вроде никто не гоняет, но там ничего нет. Просто пляж, и он не убранный. Вот, это из платного. Из бесплатного Spanish Wells лучший пляж. Но еще Little Harbor мне понравился. Little Harbor, такая гавань закрытая. Тоже там тихо. Где-то там шумит ветер, бьются волны, какой-то там происходит трындец. А там такая, ну, чисто гавань. Тишина и спокойствие. Но там можно только стоять на муринге, на колесе. Вот. $45 за море. Да. Ну и плюс еще мне пляж Таити Бич. Нравился Таити Бич? Да, нормально. Да. А то, что не понравилось, это вот Игуана Бич, куда всех тоже туристов возят, так же, как на Свинячий. На Игуана Бич там слишком... На Игуана Бич там большое, сильное течение, ветер, и лодки все смотрят в разные стороны. Сложная постановка на якорь. Да. Найти место, И мелко. нужно учесть, что у тебя будет свой радиус. Нельзя, чтобы все поворачивались в одну сторону. Надо сделать так, чтобы у тебя был свой радиус якоря. Масса? Нет, нет, еще про Игуана. Нас один раз там, помнишь, эта лодка нам чуть не пробила тузик. Ну вот, да. Слишком я не рассчитал радиус, и мы слишком близко к кормы подошли к другой лодке. Пришлось переставляться в темноте. И последний пункт — это столица Багам-Наса. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Там самая цивилизация, есть все продукты, которые хотите. Но они все американские. Но там можно отъесться, отдохнуть. Наса плюсы, минусы, и хорошо, и плохо. Кому-то нравится, кому-то нет. Можно зайти, заправиться, перезарядиться продуктами, отдохнуть самому. Марины все там окей, но они неспокойные, там качают. Очень много трафика по самому проливу. Можно легко поставить лодку, но будет качать.